Всем привет, зовут меня Кайдунов Анатолий, занимаюсь ремонтом и отделкой в городе Новороссийске. Недавно на канале у меня вышло несколько видео, посвященные теме шпаклевки. Там я рассказывал, как правильно наносить шпаклевку, какими шпателями нужно работать для того, чтобы получить хорошее качество и высокую скорость. А сегодня я вам расскажу, как нужно шлифовать шпаклевку перед покраской, потому что есть несколько фишек, моментов, о которых люди некоторые, может быть, не знают. По поводу видео, в которых я показываю, как шпаклевать, какие шпателя нужны, можете посмотреть у меня на канале, ссылочку я сейчас оставлю здесь вверху экрана. Вернетесь, посмотрите, кому нужно. Начнем мы, как всегда, с того, что каким инструментом я работаю. Вот я здесь подготовил две вот такие терки. Вот, обратите внимание на ручку. Кстати, терки эти двух разных фирм. Вот это Color Expert, вот это фирма Storch, кто как называет. Вот как устроена эта терка. То есть, допустим, быстро съем, вам всего лишь нужно вот нажать на кнопочку на эту, заправили туда шлифовальную бумагу, с этой стороны то же самое, и все, можно работать. И еще очень важный момент, вот посмотрите, обратите внимание на вот эту ручку. Вот помните раньше вот эти ручки, да и многие сейчас ими пользуются. Вот когда вы поработаете такой ручкой, вы эту терку просто выбросите и больше никогда к ней не притронетесь. Первое, что мне нравится в этой терке, это тактильное ощущение, то есть мы лучше чувствуем стену, когда ее шлифуем. И второе, рука не так устает. Вот мы держим ее как бы вот ладонью получается. Так, дальше по абразивам. Вот смотрите, под покраску я использую вот такую шкурку, наждачку 180. Градация у вас P180. Фирма это Мирка. Storch, кстати, по-моему, тоже делает наждачную бумагу, тоже неплохая. Вот, именно под покраску, что касается именно шпаклевки шитрок. Это шитрок, поэтому вот 180 под покраску самое то. Меньше не надо, больше тоже нет смысла, будете просто больше тереть. Если вы делаете под обои, и даже это шитрок, ну не только шитрок, другие полимеры, под обои в принципе 100-ю, 120-ю, там уже по шпаклевке смотрите. И вот один момент, допустим, почему я решил вам показать, как внутренний угол затирается. Когда вы начнете зачищать угол, вы будете одной стороной терки врезаться в противоположный угол. Выбирать шпаклевку с противоположного угла, что не есть хорошо. Я сейчас покажу, на самом деле элементарно. Так, поднесу поближе. Вот я вам объяснял в предыдущих видео, что вот такие вещи, такие сопли, уже на последнем слое вы шпателем ни в коем случае не трогайте, потому что поделаете выбоины и сколы будут. Вот оставляем так, как есть. Это все нужно шлифовать только наждачкой. Вот видите, какой у нас корявенький угол, то есть сопли висят. Все такое не очень красивое. Одну терку мы заправляем для углов, вот таким образом. Сейчас я заправлю и покажу вам. Делаем наждачку за подлицо. С этой стороны она чуть-чуть торчит, но эта сторона нам и не нужна. Для угла нам нужна только вот эта сторона. Буквально там ровно-ровно мы ее делаем вот с этой плоскостью терки. Во вторую терку мы просто вставляем наждачку. Ну, грубо говоря, центруем ее по центру и все. Это нам для плоскостей нужно будет. Вот в этих местах наждачка может испортиться, и она уже будет как бы для угла непригодна. Поэтому лучше иметь две терки рядом и постоянно менять. Подошли к углу, взяли одну терочку, чтобы сделать угол, плоскость, переходим на вторую. Ну, это как кому. В принципе, можно работать и одной. Аккуратно начинаем обрабатывать наружный угол. Вот. Ну, все вот эти бугры, большие наслоения элементарно счищаем. Она очень хорошо трется, шитрок. Как мы формируем угол? То есть с двух сторон вышлифовываем. Может, видели принцип такой же. Автомобили точно так же делают, точно так же стены. Все, мы сформировали. Дальше, вот смотрите, если я сейчас буду вот так вот просто тереть, я могу наждачкой или теркой повредить вот эту сторону, вот этот угол. Поэтому что нам нужно для этого сделать? Для этого мы просто-напросто берем шпатель, ставим его в угол. Давайте вот в этот угол. Я не знаю, видно вам здесь или нет. Здесь это такая корявенькая шпаклевка получилась. И сейчас я покажу, как мы ее вышлифовываем. И аккуратненько мы, получается, не залазим на соседнюю стену.
Здесь остается буквально там пыль и 1 миллиметрик. Здесь уже идет доработка именно вручную, но очень нежно и аккуратно. Точно так же мы делаем противоположный угол. Аккуратненько, совсем не надавливаем, очень нежно. Сейчас я закончу и покажу вам, что получилось. Вот у нас незачищенная часть идет, а выше пойдет зачищенная, зашлифованный угол. Получается идеальный угол. Сейчас мы подошли вот, пожалуйста, к развернутому углу. Смотрите тоже, что получилось. Тоже идеально зашлифованный угол. Вот, выше уже темно. Обязательно завешиваем окна, потому что при дневном свете будет очень плохо видно. Вот я поставил лампу. В принципе, у нас все стены такие получаются. Сейчас подойду поближе, вы посмотрите, если передаст нормально камера, как это все выглядит. Может, где-то, конечно, искажает камера, но на глаз, когда смотришь, просто идеально. Обязательно несколько условий. То есть мы завешиваем окна, ставим хорошее освещение и только на свет мы шлифуем. Как шлифовать стены, я думаю, смысла нет показывать. Главное, я вам показал, как углы шлифовать. Как бы есть такой маленький нюанс, который, может быть, вы не знаете. Вот такие терки берите, не пожалейте. Очень хорошая вещь, не так уж устают руки. Почему я не шлифую жирафом? Потому что я просто боюсь протереть до стеклохолста. Вот и все. Поэтому именно под покраску, финишный слой, я всегда шлифую вручную все полностью. Надеюсь, хоть капельку я сегодня кому-то помог. На сегодня все. Всем пока. Скоро увидимся.